Офицер военной разведки в первую очередь озабочен тремя вещами – противником, погодой и местностью. Средние зимние температуры в Украине колеблются от -7 до +2 градусов Цельсия, что по данным армии США соответствует определению влажного холода. Основная проблема с влажной холодной средой заключается в том, что земля становится слякотной и грязной, и грунт практически никогда не бывает полностью замороженным или сухим. Проблема настолько хорошо известна, что у обоих народов есть для нее название. Украинцы называют ее бездорижьем, а русские – распутицей. Влияние зимы на армейские операции довольно серьезно и варьируется от изменений в тактике, логистике и кадровых решениях. Видео сделано на основании статьи канадского полковника в отставке Филиппа Николсона на Military Land. Наступление зимы значительно замедляет действия армии, особенно в наступательных действиях. С обороной же дела обстоят проще, так как там будет тепло и налажены пути снабжения, а для наступающих войск это все необходимо налаживать в случае продвижения. Военные транспортные средства в этих условиях сталкиваются с особыми проблемами мобильности. Для колесных транспортных средств могут потребоваться цепи противоскольжения. Дизельные двигатели хуже запускаются в холодную погоду и могут потребовать предварительного прогрева или работы на холостом ходу в холодные периоды, потребляющие сокращающиеся запасы топлива. Гусеничные машины могут менять колодки на шипы. Однако, хотя шипы могут обеспечить дополнительное сцепление на льду и снегу, в грязи от них мало пользы. Морозы и оттепели украинской зимы ограничивают использование проселочных дорог и полей для наступления. Особенно это актуально в южных регионах, где земля находится на более низкой высоте и имеет более высокий уровень грунтовых вод. Поэтому для продвижения необходимо использовать асфальтированные дороги, что уменьшает пространство для маневра. Способы борьбы с этой проблемой заключаются в реорганизации. Атакующие силы не могут развертываться на широком фронте. Украинской армии необходимо разбиться на более мелкие соединения, боевые группы, с более легкими орудиями. Необходима хорошая связь с средствами огневой поддержки. Танки и БМП, ограниченные дорогами или более твердой почвой, могут оказывать непосредственную огневую поддержку наступающей пехоте. Сырая местность также затрудняет использование артиллерии, тактики «стреляй и убегай», что делает орудия и пусковые установки более уязвимыми, особенно в защите. Снег, лед и низкие температуры влияют на боеприпасы и военную технику. Оружие и транспортные средства требуют специальных смазок для работы при низких температурах. В холод растет частота отказов двигателей. Аккумуляторы также страдают от сокращения срока службы. Снег, лед, мерзлый грунт и низкие температуры влияют на операции по установке мин. Закапывать мины в слой инея может быть сложно, так как требуется размещать мины поверх земли, а затем маскировать. Снег или лед могут препятствовать детонации из-за замерзания запального устройства или изоляции от давления сверху. Точно так же холодная погода влияет на операции со стрелковым оружием. Спусковой крючок и предохранительные механизмы могут мерзнуть или на них попадет конденсат. Ружья с ленточным питанием могут заклинить или на боеприпасах сесть лед. Обледенение может помешать работе более сложного оружия, включая различные пусковые установки. Некоторые электрические части могут быть подвержены конденсации и короткому замыканию. Системной электронике также требуется значительно больше времени для прогрева. Погода влияет не только на наземные операции. Из-за того, что температура колеблется около нуля, вероятно, будет сокращено количество миссий авиационной поддержки и вылетов БПЛА, как для разведки, так и для атаки. Нестабильная погода сокращает время налета, так как видимость ухудшается из-за тумана и снега. Дни тоже короче. Дроны с батарейным питанием будут иметь меньший радиус действия, а беспилотники с двигателем будет сложнее запускать и связываться с ними. Конденсат может замерзнуть и повлиять на датчики БПЛА. Лед может скапливаться на пропеллерах и крыльях, вызывая проблемы с полетом. Но не только техника страдает от холода. Людям также намного тяжелее находиться на фронте зимой.
Из-за частых циклов замораживания, оттаивания, одежда и оборудование постоянно становятся мокрыми и влажными. Холод и сырость могут подвергнуть солдат риску траншейной стопы, переохлаждения и в крайних случаях обморожения. Обращение с оружием усложняется, так как пальцы и руки могут примерзнуть к металлическим частям в сильный мороз. Перчатки могут предотвратить это, но делают обращение с оружием неуклюжим. Надлежащая зимняя одежда необходима для поддержания тепла тела и во избежание холодовых травм. Хотя русским не чужда холодная погода, маловероятно, что недавно мобилизованные имеют какой-либо доступ к теплому снаряжению. Это приведет к очень жалкому существованию, что отрицательно скажется на моральном духе. Тем временем НАТО обязалось обеспечить украинцев одеждой для холодной погоды. Наконец, быстрое удаление раненых с поля боя необходимо для их выживания в любую погоду. Однако холодная погода затрудняет доступ, лечение и эвакуацию раненых. Невозможность спасти раненых бойцов также негативно скажется на моральном духе. В России уже есть проблемы с эвакуацией раненых, и с приближением зимы они будут только усугубляться. Для украинских и российских военных планировщиков часы тикают. Уже дождливая осенняя погода приносит грязь, которая начинает ограничивать продвижение танков и другой тяжелой техники. Украинской армии необходимо продолжать наступление до того, как наступит непогода, и закрепить свои территориальные завоевания. Украине необходимо продолжать атаковать линии снабжения и районы сосредоточения личного состава, поскольку нападение на лагеря, конвои и склады снабжения лишает врага пищи, убежища и тепла. Эта оперативная пауза позволит ЗСУ дополнительно сформировать поле боя и истощить российские силы до возобновления наступательных операций. Холодная погода негативно повлияет на боевой дух россиян больше, чем на украинских солдат. Средний российский солдат плохо экипирован, плохо снабжен, и ему трудно найти какое-либо обоснование, чтобы мириться с ужасными зимними условиями. Несмотря на долгую историю ведения зимних войн в России, мало свидетельств того, что они готовы к этой украинской зиме. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями. Огромное спасибо, кто поддерживает канал финансово, и пишите, как вам такой формат различных военных статей.